Колючая проволока. Забор высотой в 5 метров. Он разделяет Польшу и Беларусь. Длина, только представьте, 186 километров. И это еще и символ. Ведь с одной стороны открытая европейская Польша, а по другую закрытая и зависимая от России Беларусь. И эти километры границы, по сути, отделяют демократию от диктатуры. Два разных мира. За стеной жизнь, полная страха, когда в любую минуту могут постучать в дверь, завести дело, арестовать, когда доносы стали обыденностью. По эту сторону страна, где хватает своих проблем, но она свободная. И настоящая Беларусь — это уже давно не Минск с его широкими проспектами и вылизанными мостовыми. Настоящая Беларусь в эмиграции. На кухнях, где можно больше не шептаться. На улицах, где не нужно оглядываться. На митингах, где звучит «Живе Беларусь». Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Автовокзал Варшава-Заходня. Сюда каждый день прибывают рейсы из Беларуси. Железнодорожное и авиасообщение остановлены. Вот и добираются по старинке автобусами. Этот приехал из Бреста. У каждого, конечно, своя судьба, но то, что объединяет этих людей, они покинули Беларусь, чтобы наконец-то перестать бояться. Можно говорить, что на уме и не бояться последствий. Такое же первое ощущение было и у Александра Азарова. Не мог надышаться свободой, привыкнуть к ощущению, что можно не оглядываться, не говорить шепотом, если вдруг встретил на улице знакомого и хочешь поговорить по душам. Белорусское общество превратилось в тоталитарное общество, где, начиная с детства, с детского сада до, и выше, человека делают раба, который выполняет беспрекословно приказы и даже не думает о каких-то сменах, о демократии или вообще о чем-то ином, кроме как подчиняться воле Лукашенко. Александр Подполковник. В Беларуси был следователем Главного управления по борьбе с организованной преступностью. У него, казалось бы, было все. Карьера, квартира, прекрасная зарплата. Но после этих кадров в августе 2020-го он не смог оставаться служить в белорусской милиции. Карательно полностью диктатура в Беларуси как времен Сталина, можно назвать. Даже уехав и оказавшись в Польше, он опасается за свою жизнь. Вынужден никогда заранее не назначать встречу, чтоб разговор не перехватили и не ждали те, против кого он выступил. Азаров ведь пошел против карательной системы Лукашенко и открыто рассказывает, как она устроена. Самые страшные пытки это происходили на Крестина, это изолятор временного содержания. В жаркие дни людей ставили, такие клетки под открытым небом, по 30 человек, в маленькой комнатушке. Они ходили под себя в туалет, и они людей ставили в позе ласточки к заборам. И если человек шевелился, они его избивали дубинками. Их пропускали через так называемые коридоры, когда человека выбрасывали из автозака, задержанного с наручниками за спиной, кидали через толпу сотрудников, и когда он бежал, они его избивали по дороге. И по свидетельствам очевидцев, в то время в РУВД, в белорусских, весь пол был залит кровью, мочой и фекалиями от людей. Все эти преступления Александр Азаров теперь и расследует, вместе с другими бывшими белорусскими силовиками, которые находятся в Польше. Они создали организацию «Байпол», чтобы пусть через время, но все, кто пытал, убивал и насиловал, все-таки предстали перед судом. Многие из тех, кто отбросил страх и во время протестов вышел на митинги, мирно, с цветами, сейчас скрываются в Польше. После того, как Лукашенко смог таки удержать власть, оставаться дома было просто небезопасно. Анастасия всю сознательную жизнь жила при одном режиме. Лукашенко ведь 28 лет при власти.
Другого президента Беларусь не знала. На выборах у нас всегда были фальсификации. Лукашенко выбрали словно один раз и навсегда, и ничего не сделаешь. Люди уже на следующий год опомнились, кого они выбрали. Но разговаривать о политике вообще стало нельзя. Как нельзя и высказывать свои мысли. Так и жили. Сегодня Анастасия, ее сын Леня и подруга Саша живут во Вроцлаве. На своей кухне они готовят белорусские драники. Саня у нас знает специальный белорусский партизанский рецепт. Говорят между собой на белорусском. И гордятся запрещенным дома бело-красным флагом. Вместо возвращенного Лукашенко красно-зеленого, советского. Все трое они уехали из Беларуси после протестов 2020-го. Но Саше до сих пор приходится прятать лицо, если рядом камера. У меня несколько уголовных и административных. Одета я так из безопасности, потому что у меня в Беларуси остались родители, братики, сестрички. И семья политическая – это безопасность. Здесь, на вроцлавской кухне, Анастасия, Леня и Саша часто вспоминают о той, своей прошлой жизни. Разговаривать по-белорусски было невозможно. Была такая политика – делать все, чтобы была русификация, чтобы люди забросили свой язык, литературу. Говорить на белорусском было не модно. Говорили колхозный язык. Если вы хотите там пойти к компании, там 15 человек, там, допустим, день рождения, свадьба, вы должны, не уверен, но, насколько я знаю, идти куда-то и говорить то, что вот мы идем в этот день, в этот час, туда-то, и это не акция, и чтобы, вас всех там не закрепили на 15 суток. Смешно и страшно. Они начинают жизнь с чистого листа. Трудно, страшно, непредсказуемо. Но зато можно дышать. Дышать свободой. Не появляется такой мысли, то что а вдруг вон там кто-то у меня под окном сидит и что-то слушает, а потом вон завтра меня в ВВС заберут, и все это вообще будет ужасно. Мы здесь, в Польше, ощущаем себя больше белорусами, чем у себя на родине. Слава Украине! Живе Беларусь! Свою империю Лукашенко строил почти 30 лет. Поначалу старался выглядеть своим парнем. Мол, я такой же, как вы. И даже сегодня, и не верится, призвал давить на власть. А затем, кирпичик за кирпичиком, превращал свободную страну в диктатуру. Причем любыми методами. В 90-х в Беларуси прокатилась волна политических убийств. Были похищены и, вероятно, убиты все, кто слишком много знал, и мешал Лукашенко узурпировать власть, подчиняя себе и силовиков, и судей, и избирательную систему. Как фальсифицируют выборы, Мартин Сидорович впервые увидел еще будучи курсантом. На первом курсе, когда замначальника академии Мацко ходил и спрашивал у курсантов, кто за кого будет голосовать. Назвал фамилию, не Лукашенко сказал. На следующий день на лекции 150 человек сидит. Ты что, сказал, что будешь голосовать не за Лукашенко? Я говорю, да. Ну все, за мной. К начальнику факультета. И он мне начинает. Ты живешь в Гродно, там польская граница, наверняка твои родители там ездят, сигаретки торгуют, сейчас мы там всех проверим. Ты еще не понимаешь, куда ты попал, пиши заявление на увольнение. Лукашенко только в 94-м победил честно, говорит Мартин. А потом заготовленные цифры просто появлялись в протоколах. Поэтому и обычный белорус для лукашенковской системы ничего не значит. Он не может ничего, кроме как просто жить тихо, кушать тихо, и главное, чтобы все было тихо. Он не может, конечно, самого главного, выбирать свое будущее и высказываться, менять политику. Быть винтиком в системе Мартин не захотел. Но для этого пришлось уехать из страны, поменять профессию, стать блогером. И сразу после видеозаставки? Он иронично рассказывает о том, что происходит сейчас в Беларуси, высмеивает режим, считая, что это лучшее оружие. Так, класс. Телеперемена закончилась. Начинаем урок.
Этот стиль полюбился. В Варшаве его уже даже случайные водители узнают, когда подвозят. А на польских улицах за рулем сейчас так много белорусов. Живи Беларусь! В самой Беларуси даже эти слова под запретом считаются экстремистскими, как и любые попытки выразить свое мнение, пусть даже лайком в соцсетях. Ну, а сейчас, простите меня, людям дают сроки за комментарии в интернете. Мой хороший товарищ, удивительно, вот только вышел. 7 дней я сидел за просто там какой-то лайк, на что-то поставил. Все. Режим настолько завинтил гайки, что проблемы будут не только если у тебя увидят флаг, такой как в машине у Дениса, но даже сочетание цветов в одежде. Тот, кто собирается ехать в Беларусь, всем советую, так, не берите там носки красные, чтобы были белые, не берите там, чтобы цвет, например, юбка девушки будет белая, а майка будет красная. Это невозможно, это просто сразу, может быть, даже срок. Это приравнено к экстремистской символике. Денис, как и все, кто уехал подальше от диктатуры и преследований, пытается найти себя в новой жизни. И поскольку все время за рулем, говорит, разницу почувствовал очень быстро. Она в первую очередь в отношении полицейских на улицах. Поначалу все от каждого человека в форме прям дергаются, потому что у нас в Минске это принято обходить сейчас. После событий 2020 года многие вообще видят милиционеры, что просто обходят через квартал, потому что людей избивали просто на ровном месте. Виновных, невиновных. А пока есть свободная минута, он открывает смартфон и ловит новости о родной Беларуси. С вами Нехта, о самом интересном и важном расскажем прямо сейчас. События 2020 года мир видел глазами журналистов этой редакции. Нехта. В переводе с белорусского означает «кто-то». Сюда белорусы присылали видео из эпицентра протестов. Это люди, задержанные ранее, выходят из изолятора на Окрестина, и вот их там избивали, и позже Лукашенко сказал, что это все нарисовано краской. Степан Путила – один из основателей Нехты. Его режим Лукашенко обвиняет по 10 статьям. Одна из них – терроризм, предусматривает расстрел. Беларусь – единственная страна в Европе, где еще существует смертная казнь. Пару дней после протестов уже сразу совершил преступление. 1-я, 3-я статья, в общем, и там уже стало понятно, что в ближайшее время в Беларусь не получится. Степан уверен, Лукашенко не мог бы удержаться у власти, если бы в стране существовала свобода слова. Цензура – главное, на чем держится любой автократический режим. Есть пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйзман, которая спускает указания, тезисы основные, которые должны сегодня быть показаны по всем каналам, по всем провластным СМИ, включая телеграм-каналы, YouTube-каналы подвластные Лукашенко. И после протестов 2020 года уже была перейдена определенная черта, грань, и после которого уже все, кто остался в той системе, те уже смирились с ней, и они там остались, и значит, что они будут следовать только той официальной генеральной линии. А то, о чем молчит пресса, так это о счетах Лукашенко. Роскошной жизни, которой любой миллионер позавидует. Степан проводил об этом журналистское расследование. Есть счета, есть дворцы, есть офшоры, есть придворные олигархи, через которых он выводит деньги, через которых обеспечивает семью всех приближенных. Это и другие расследования открыли глаза белорусам на настоящую жизнь Лукашенко. Что вам еще надо? В том числе и Евгению. Ведь до этого он тоже представлял Лукашенко совсем другим, таким, как показывало гостелевидение. Теперь Евгений Мазура в Польше начинает новую жизнь. Вот это наш салон. Мы открыли его около 8 месяцев назад. Когда открывали, была такая идея создать какой-то такой уголок для белорусов. Поэтому мы сделали интерьер в наших национальных бело-красно-белых тонах. И вот здесь у нас наш национальный герб погоня. Парикмахерское дело пришлось осваивать, не поверите, директору хоккейного клуба.
На родине, в городе Орша, на нем поставили клеймо «неблагонадежный». Так и сказали: политическая оппозиция расходится с возможностью работать в белорусском спорте. В определенном моменте меня предупредили, что там осталось пара дней до задержания, поэтому было принято решение уезжать. Конечно, оно не просто дается, всегда уезжать от семьи, уезжать из своей страны. Лучше здесь и пытаться что-то делать, чем там просто сидеть в тюрьме. Он освоился и нашел себя в Польше, но все равно мечтает вернуться. Только вот совсем в другую Беларусь. Конечно, я хотел бы вернуться в нормальную, свободную Беларусь без Лукашенко. Без Лукашенко и того аппарата там, репрессивного, который он там создал. В том числе я готов для этого делать все, что необходимо. Каждый день. Да, конечно, мы здесь ходим на митинги, потому что очень много людей из Беларуси приезжает, и мы хотим показать, что проблема вот этого диктаторского режима Лукашенко, она никуда не ушла, и что мы вот здесь со своей национальной символикой обозначаем для поляков то, что мы здесь есть и приехали сюда не совсем по своей воле. Уехать из страны практически в то же время, что и Евгений, пришлось и тем, кто возглавил протесты в 2020-м. Светлане Тихановской, которая заявляет, что выиграла у Лукашенко выборы, или вот Павлу Латушко, в прошлом дипломат и министр культуры. В момент, когда начались протесты, он понял, что хочет служить стране, а не режиму. Говорит, видел авторитарную систему изнутри, и в ней все построено на страхе. Это страх. Это то, что чиновники, сидя у него на совещаниях, смотрят в стол. Они не поднимают глаза. Встретиться глазами с ним достаточно страшно. Я старался смотреть прямо в глаза. Наверное, он мог что-то прочитать и понимать в это, поэтому он когда-то мне сказал: я задушу тебя собственными руками, если ты меня предашь. И я понимал, что это не были пустыми словами. И с этой мыслью, конечно же, я жил, и с этой мыслью я продолжал существовать и как-то, выживать, может быть, в этой системе. А потом был звонок. Вы находитесь под государственной опекой. Круглые сутки, 7 дней в неделю. В переводе на обычный язык: за вами следят. Не вздумайте идти против системы. Для оппозиционных политиков каждый день мог оказаться последним. Замгоссекретаря Совбеза, генерал КГБ, говорит об автомобильных катастрофах или взрывах автомобилей, когда замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками, заявляет о том, что мы будем совершать теракты за пределами, когда представитель КГБ говорит о том, что у нас есть опыт НКВД, и мы знаем, как уничтожать врагов. Белорусы, как и белорусские оппозиционеры, живут теперь в разных странах, во всей Европе, да и по всему свету. Но большинство, и мы слышали это постоянно, разговаривая с людьми, не убежали от преследований и проблем, а просто ждут. Ждут нового шанса. Еще одной возможности сделать свою страну свободной. Я вернусь в Беларусь, которая начнет движение к изменениям. Беларусь, которая выйдет на улицы, и я выйду вместе с белорусами. Я приму на себя этот риск, я поеду в Беларусь тогда, когда еще не все будет решено. Они снова и снова выходят на митинги, потому что хотят, чтобы о ситуации в Беларуси не забывали. И потому что для них важно показать миру: любой авторитарный режим не вечен. Как бы крепок он ни казался, история показывала это уже не раз. Поэтому белорусы продолжают отвоевывать свою свободу. Да, за 1000 километров от родины. Да, результат не сразу заметен. Но, говорят, когда-то и на улицах Минска будет праздник. И стена, которая сейчас разделяет Беларусь и Польшу, когда-то точно не понадобится. Ее демонтируют, как когда-то Берлинскую. И верят, что придет время, и она не будет больше разделять авторитаризм и демократию.